Ну что вы там понаписали? Сейчас почитаем. Прикинь, если бы персонажи Metal Family были в мире Винкс. Но все-таки одними из первых комментариев были про Гарри Поттера. Ну что ж, Гарри Поттер так Гарри Поттер. Только я не особо смотрел его. Ну, разве что первые 1,5 фильма. Лет 15 назад. На квадратном пузатом мониторе с разрешением 2 на 2 пикселя. Но даже в том качестве я оценил всю реалистичность спецэффектов и неотразимую физику анимации. Там, где она внезапно заменяла актеров. Ну да ладно. Так как я был не в теме Гарри Поттера, я решил пересмотреть эту сагу, или как это назвать? Поттериану. Поттериану? Поттериану. Звучит как заклинание из Гарри Поттеров. Так кто-то называл ее когда-то. Поттерианус. Ну давай смотреть. Че за... Вау, вот это актерская игра. Зачем он это делал? Вот это мимика у тебя, Гарри. Да заткни ты уже этого кремля, тебе сказали сидеть тихо. Торт! Торт, не иди ты за тортом! Тебя же во всем обвинят, идиот! Но он так и хотел. Что он хотел? Но он хотел, чтобы его во всем... Нет, по-моему, он хотел его типа поймать, этот торт. Ну, он его ловил минуту, вот так вот руки просто накинул. Тогда он просто дебил. Ну да, это вот эту вот свистульку, вот это вот он поймал. А торт двумя руками. Не подумайте, что мне прям не понравилась эта эпопея. Но если честно, вот «Властелин колец», выпущенный в то же время, до сих пор смотрибелен и не устаревает. А вот Гарри — это продукт того времени, для детей того времени. И он устарел. Потому что когда дети вырастают, у них начинают возникать вопросы. Почему ты, сука, такой тупой, Гарри? Ну да ладно, может не об этом. Итак. Няня, няня, няня. Прикинь, если бы персонажи Metal Family оказались бы в мире Гарри Поттера. Ну и кто из Metal Family будет Гарри? А? Мы вот подумали, и по степени продуманности персонажа в книге и в фильме на его роль идеально подходит Кудряш. Ага. Я чувствую себя таким главным. Протагонистом. Протагонист. Да, не стоит ставить героев Metal Family на роли ключевых персонажей, так как сюжета Гарри Поттера просто не случится. Поэтому мы будем внедрять нашу семейку именно в сеттинг Поттерианы. На роли учеников, преподавателей, директоров и так далее. Все это будет в виде небольших зарисовок и просьба не ломать голову над тем, но если этот персонаж вот тут, то почему тогда этот тут? И кем тогда этому персонажу приходится этот? Наша задача поржать, выдержав при этом характер персов. Погнали! Гриффиндор! Хэви? Распределяет новичков. Надеюсь, этого рыжего идиота не подкинут в наш Слизерин. Да, этот идиот мой брат. Фу, боже мой! Ты когда голову последний раз мыл? Хочу в Гриффиндор. Да какая разница, куда ты там хочешь? Меня теперь стирать будут, я же шляпа, блин. Ладно, Гриффиндор! Мы все рады в Слизерин. Мы такие мерзкие. Мы такие гадкие. Мы все плохиши. Да-да, какой же я злодей. Скажите, что будет, если смешать корень асфаудаля с настойкой полыни? Где искать биозаровый камень? Если смешать корень использовать с настойкой полыни, получится усыпляющее действие, называемое напитком смерти. Биозар — это камень, который извлекает из желудка козы, является противоядием от большинства ядов. Хэви, передай своему брату, что несмотря на то, что он один из моих любимых учеников, я не потерплю заклинаний правильных ответов на моих уроках. Простите. Итак, дети, учимся летать на метле. Вот это отличная метла. Цепь, все дела, все как надо. Это классическая метла, ну, посадка средняя. А это спортивная метла, это для любителей погонять. Никому не советую начинать на ней. В смысле? Это отличная метла. Гораздо лучше, чем это старье, что ты показала перед этим.
Дети, спортивная метла — это то, что нужно. Дети, не слушайте эту швабру. Чоперные метлы самые лучшие. Они удобные. Они практичны. Попробуйте на этом корыте в квиддич поиграть. Да я тебя на этой метле уделаю 78-го года, блин. Да? Давай попробуем. Давай прямо сейчас. А кто нас будет учить летать на метлах? Итак, урок рационального мышления. Как вы знаете, никакой магии не существует. Это все иллюзия. То, что видите живые картины, это мониторы. В них монтировано видео. Передвигающиеся лестницы передвигаются за счет механизмов и электричества. Все вполне объяснимо. Но ведь они летают. Нет, они не летают. Они подвешены на нитях. Но ведь нам же здесь преподают волшебство. Нет, вам здесь преподают иллюзию. Вы собираетесь стать иллюзионистами и выступать в цирке. Ха-ха-ха! Возьмете шляпу, достаньте из нее кролика. Что он Это ваша несет? будущая профессия. Какого хрена он здесь делает Вот вообще? розовые очки. Мой хороший друг Чес убедил меня устроить его на работу. Я так половину учителей сюда пристроил. По объявлению, блядь. Итак, Слизеринг набрал больше всех очков. 470 там с чем-то. Однако, должны быть приняты во внимание последние события. Я должен объявить о присуждении дополнительных очков. За хладнокровие я присуждаю Гермионе 50 очков. За лучшую партию в шахматы, которую я видел, я присуждаю Рону 50 очков. И за храбрость и отвагу я присуждаю Гарри Поттеру 60 очков. Так, стоп, серьезно? Мы, Слизеринг, честно зарабатывали очки своими знаниями, науками и умениями, вырывая каждое очко. А вы раздариваете такое количество очков исключительно из-за симпатии? Это же Гарри! Гарри! Гермионе 50 очков за хладнокровность? Да мы тут все в Слизеринг хладнокровные. Да. Дайте нам тогда всем по 50 очков дополнительно. Да и в какой момент она была хладнокровной? Когда чуть не побежала к раненому Рону во время шахматной партии, едва не засрав ее. А? Кстати, насчет шахматной партии, за которую Рон получил 50 очков. Рон, может, сыграем в шахматы? Я твою скандинавскую защиту в лоскуты порву. И вообще, партия даже не закончилась матом. Это был шах. Белые могли перекрыться ферзем. И мне очень было бы интересно посмотреть, как Гарри будет уничтожать эту белую громадину своими хлипкими ручонками. Кстати, Гарри получил 60 очков за храбрость. Вы не путайте храбрость с тупостью. По-вашему, храбрость — это в одиночку сражаться с троллем в туалете, вместо того, чтобы позвать старших? Или храбростью является проникновение в запретную для учеников территорию? Классная речь. Я, кстати, советую тебе правильно выбирать. Да погоди ты. Я считаю, что директор Хогвартса подвергает своих учеников опасности и не справляется со своими обязанностями. Как же? Гарри! Гарри! Привет, чуваки! Да, Министерство магии тоже так считает. Садись, Ди. Прости, чувак, но тебя временно отстраняют от этой должности. Теперь место директора займу я. Надеюсь, вы не против. Я введу буквально парочку изменений, но все они будут в лучшую сторону, поверьте. Пум. Пум. О. Выпускается квафл. И игра начинается. Прости, чувак. Тринь. 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 Еще один гол Слизеринг. Какая же я мразь! Гарри Поттер поймал снитч! Гриффиндор побеждает! Стоп, что это за хрень?
Почему Гриффиндор победил? Ну потому что Гарри поймал снич. Ну и что? Как-то нечестно получается, что Гарри сажал какой-то кусок металла и после этого Слизерин проиграл, ведя со счетом 90-10. Нет, давайте так. За простой гол дается 10 очков, а за снич 30. Все честно? Все согласны? Ну да. Ну, как? Отлично. Слизерин побеждает со счетом 140. Кажется, кто-то наложил заклятие на его метлу. Да не, по-моему, это у него стиль полет такой. Прошу чуточку внимания. У нас тут некоторые проблемы с Темным Лордом. Но не беспокойтесь, нас будут защищать мои кореша. Вот они. Это же дементры. Ну да, Дементры, но они нормальные, вот смотри. Ну будьте осторожны, знаете, у них есть такая привычка отсасывать жизнь. Но у меня вроде не отсасывают. Вот у Гарри почти отсосали в поезде. Гарри, что ты стесняешься? Один раз не Диметр отсас. Не ты же отсосал. Если эти дементры будут сильно докучать, то экспертов Патронус, и они смоются. Попрактикуйтесь, пожалуйста, на всякий случай. Патронус. Патронус. Экспекто патроном. Мяу. Ой, какое милое. Так, эксперта Патронус. Круто. Экспекто Патронус. Зачем мне это делать? Я не верю в магию. Что это у тебя на плече? Это медоед, ему наплевать. В общем, просто возьми палочку и скажи эксперту Патроном. Нет, не буду. Я в это не верю. Ну, скажи ради меня. Ну хорошо. Эксперта патроном. Ох уж эти галлюцинации. Кажется, надо увеличить дозу. Экспекто Патроном. Экспекто Патроном. Черт. Не могут нормально показать, как Патронус вызывать. Волшебники чертовы. Экспекто Патроном. Ди, ты уже его вызвал? Вон он. Что это за зверь вообще? Это кубок на огне. Черт, уже смешно. В нем вода, ну, бульон. Вы должны до заката солнца сходить на проклятые поля и добыть там луковицу, картошку, свеколку и морковку. Все это измельчить и бросить в котел. И тогда те, кто бросит, будут участвовать в турнире 3 волшебников? Нет, и тогда мы получим борщец. Я уже задолбался с этой магической едой, у меня от нее изжога. А вот это кубок огня. Ну, про него вы все знаете. Итак, турнир 3 волшебников объявляется открытым. Что может пойти не так? Ха-ха-ха! Я победил! Мой дьявольский план исполнен! Теперь все будет хреново! Теперь вот мы такие все злодеи! Ха-ха-ха! Вы Гарри умер, но он не умер, потому что он умер, но умер не умер, Блин. Да похуй. Волан-де-Морт, говно! Вместе мы победим! Валим отсюда. Что это? Что это? Наука, мать вашу! Ну он же должен воскреснуть. Чтобы убить, нужно стражи. Воскреснуть?
Я бы на его месте бы этого не делал. Вау, ты убил Волан-де-Морта? Да. Какая симпатичная ведьма. Можно пригласить вас на чашечку пива? Ну давай, полетели. У меня охрененная метла. Смотри. Галлюцинации. Обожаю. Какой так это сделал? Из года в год мне раздают советы о том, какую музыку мне играть и петь, как сочинять и как писать куплеты. Чтоб много денег можно было поиметь, я вам признателен, но шли бы лесом вы сказочные я не 100 баксов, чтобы всем нравиться. Серега Штур пусть для тебя старается, ты знаешь как не распиариться, но что-то не получается. Мы не 100 баксов, чтобы всем нравиться. Планета крутится, Земля вращается, из года в год все продолжается.